Сегодня готовим очень вкусный бисквитный рулет с красивой, ровной и гладкой поверхностью по новому рецепту. Итак, наливаю в миску 60 мл растительного масла и 80 мл молока. Теперь берем венчик и просто перемешиваем. Ингредиенты не соединятся, но немного подружатся друг с другом. Добавляем 100 граммов просеянной муки высшего сорта. В данном рецепте лучше использовать именно ее. Муку мы просеиваем, так мы наполним ее кислородом и тесто получится воздушным, а также избавимся от комочков и примесей. Быстро перемешиваем венчиком до однородности. Здесь аккуратничать не нужно, главное, чтобы все соединилось. Тесто получается довольно густое. Добавим к нему 6 яичных желтков. В дальнейшем нам понадобится 4 яичных белка. Так что, кто хочет, оставшиеся 2 можно использовать для украшения. Перемешиваем тесто с желтками до однородного состояния. Все, пусть смесь немного отдохнет, а мы займемся белками. Соединяем 70 граммов обычного сахара и 10 граммов ванильного. Начнем взбивать белки. Сначала на высокой скорости, потом постепенно понижаем. Сахар вводим 3 подхода, не торопимся. Белки должны получиться воздушными, но не пересушенными. С мягкими, блестящими клювиками. Это важно для пышности рулета. Наша цель – мягкие пики. Кончики должны сгибаться, но не ломаться. Возвращаемся к первой части теста. Добавляем к нему 1 большую ложку взбитых белков и перемешиваем. Получается довольно жидкая, но в то же время воздушная смесь. Переливаем ее в оставшиеся белки и аккуратно соединяем венчиком или лопаткой движениями снизу вверх, чтобы не осадить воздушность. Движения нежные. Размер формы 30 на 40 сантиметров. Выливаем тесто на противень, застеленной бумагой для выпечки. И аккуратно разравниваем поверхность. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов 15-20 минут в режиме вверх-вниз. Когда бисквит станет румяным и ароматным, достаем из духовки и накрываем полотенцем, пусть бисквит немного остынет. А мы тем временем приготовим нежный и вкусный крем. В миску кладем 100 граммов сливочного или творожного сыра, добавляем 10 граммов ванильного сахара и хорошо размягчаем массу. Далее вводим 100 граммов сгущенного молока и хорошо перемешиваем. Крем готов. Вернемся к бисквиту. Пройдемся лопаткой по краям формы и перевернем его на решетку. Аккуратно снимем бумагу. Посмотрите, какой он ровный, с мелкой нежной текстурой, без дырок и какой пластичный. Один короткий край срезаем под углом 45 градусов, а на другом делаем несколько неглубоких надрезов, чтобы рулет легче было свернуть. Намазываем крем равномерно, но не слишком толстым слоем. Вместо крема можно использовать любое варенье или ореховую пасту.
Аккуратно сворачиваем рулет. Посмотрите, какая гладкая и красивая поверхность. Обрежем края. Украсить сверху можно растопленным шоколадом, взбитыми белками, посыпать сахарной пудрой или оставить как есть. Рулет уже очень красивый. Разрежем и попробуем кусочек. Напишите в комментариях, как вам такой вариант. Какой он мягкий и аппетитный. Просто тает во рту.